Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие рыбы, я расскажу ваш гороскоп на это лето 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Это лето новой жизни, и рыбы наконец-то вздохнут после всех прожитых эмоций, которые случались с вами и в 24-м, и вот уже весной 25-го. Да, дорогие, сейчас я не скажу, что будет беззаботно легко, по-разному. Есть определенные моменты, в определенные дни, месяцы, и складываться все будет так, как должно по факту. Да? Гороскоп назвала «Лето новой жизни», потому что мы немножко все вот попробуем вот эту новую жизнь, которая нас ждет. Не скажу, что вот она всем сразу вот так понравится, да? Но будут события, которые мы сможем посмотреть издалека, почувствовать, как мы в них живем и варимся. И этот момент времени, отрезок, он только на лето, правда, потому что потом у нас будет такая очень активная осень, и мы захотим или не захотим, но возможности будут нам сделать, наверстать, вот подняться, сделать сильнее, ярче, интереснее, заработать, если хотите это слово употребить, да. То есть осень будет такая бурная. И вот эта новая жизнь, которую мы все попробуем летом, она как раз-таки вернется, вот уже в полной мере мы войдем уже в эти событийные моменты. Это, конечно же, весна 2026. Да, ребят, скажу, что вот там вот уже в феврале мы уже будем как раз-таки на той волне, ну и в конце апреля, когда уже Уран наконец-таки поменяет знак, вот тогда мы начнем все жить по-новому. Помните, все меня спрашивали, когда уже все это поменяется, изменится, когда уже будет получше. Ребят, я не скажу, что как-то будет лучше, хуже, будет неопределеннее, потому что мы не умеем жить по-новому. Мы привыкли по-старому, и нам там хорошо, а по-новому нужно учиться. И вот здесь кто насколько сможет быстро освоить, овладеть это мастерство, или же просто вот так интересно моргать глазами и не переживать о том, что же будет завтра. Но мы все привыкли все контролировать, поэтому сложно будет отпустить этот контроль. Ну что, ребят, готовы? Лето новой жизни, июнь, июль, август. Конечно же, забегу немножечко в сентябре до, конечно же, захвачу коридор затмений сентябрьский, потому что все это вместе вот так работает, и все, что мы в это лето проживем, у нас проиграется очень сильно в коридор затмений, и выйдет оно из нас или останется в нас еще надолго в переживаниях. Это решать, конечно же, каждому из нас. Ну что, ребят, присаживайтесь поудобнее. У нас подекадный гороскоп. Рыбы первой декады, кто родился в феврале, рыбы второй декады, кто родился с 1 по 10 марта, и рыбы третьей декады, кто родился с 11 марта и до знака зодиака Овен. Ну что, готовы? Поехали! Ребят, сегодня у нас 10 июня, Юпитер переходит в знак зодиака Рака. Переходит он не просто один, он, естественно, меняет свой знак в соединении с Меркурием. Такой очень две умные планеты в соединении с Меркурием, плюсом еще в квадратурах с Сатурном и Нептуном. Сказать, что эта комбинация какая-то очень простая, комбинация напряженная, да? История про финансы, история про успех, какие-то быстрые везения и деньги в том числе, да, и стабильность, которая идет через эмоции. И мы, не сказать, что мы устали от этой стабильности, хочется стабильности, но не получается уже как раньше, да. То есть вот такая история. И если смотреть на сам Юпитер, как он будет влиять на рыб, то для рыб, конечно же, третьей декады это такой напряженный момент будет, как раз-таки связанный вот с его переходом в знак, да, то есть лето будет такое напряженное, и, конечно же, у рыб
третьей декады будут такие вопросики к себе, что же я успел сделать, что же я не успел сделать, почему у меня складываются такие противоречия во мне. Естественно, от нереализованности мы, как правило, ругаемся с близкими, потому что у нас здесь еще на небе сейчас Венера в квадратуре с Плутоном. Это, естественно, максимально доказать свою правоту, даже если нам что-то не нравится. А не нравится, как правило, финансовый успех, наш уровень комфорта. Здесь, конечно же, винить никого не надо, просто еще в этот момент, естественно, оно всегда все вместе. Когда какая-то планета меняет знак, всегда еще очень много разных комбинаций аспектов. И здесь еще Венера в оппозиции с Лилит. Это когда нам реально страшно, когда мы теряем свой уровень комфорта, когда мы не понимаем, что делать дальше, когда мы любим вот эту жизнь, но что-то начинает вот так сыпаться и рушиться, и мы не понимаем, что вообще такого происходит, да? Как бы быстро наладить этот быт. Коммуникация, ребят, договаривайтесь, знания, интеллект, движение вперед, связи, контакты. То есть Меркурий — это планета коммуникации, Юпитер — это тоже про положение в обществе, про социальный статус, про знания, про мудрость. То есть договариваться через силу будет сложно. Захочется, естественно, когда Венера в квадратуре с Плутоном, нам все хочется взять силой, и финансы, и отношения. Нам хочется вот так вот очень сильно, мощно, как мы хотим. Но получится вот так в фазе такой неприятной, да, поэтому если вы хотите комфортно и приятно, постарайтесь договариваться, включить свой интеллект. Это должно получиться. У рыб третьей декады будет происходить вот еще несколько дней вот эти события напряженные. У рыб первой декады будет настроение и ощущение: ура, наконец-то удача ко мне пришла. Юпитер меняет знак, в 1 градусе рака делает прекрасный трин к рыбам первой декады, и вы скажете: о, ну наконец-то, так хорошо, идем, движемся вперед. Но рыбы первой декады скоро начнут чувствовать такое напряжение, слегка, как будто что-то прям начинает резко, да, двигаться, меняться, потому что Уран приближается к 1 градусу Близнецов и будет делать квадратуру к рыбам первой декады. Поэтому, ребят, рыбы первой декады, кто еще сейчас работает вот со всеми своими проектами, вот работайте максимально, выжимайте сколько вам хочется, сколько есть сил, потому что с июля, 7 июля Уран меняет знак, и вот уже вот с начала, с первой недели июля будет чувствоваться вот это напряжение, что как-то вот надо вот что-то новое, вот такое, безмятежность закончится, такая уверенность пройдет, ощущение радости, комфорта, легкости пройдет. И начнется вот эта вот непонятная движуха, из-за которой мы не можем спать, когда жизнь от нас требует нововведения, а мы к ним не готовы, или же готовы, у кого показания натальной карты прекрасно работают с Ураном, тогда, ребят, конечно же, только за. Я всегда за то, что чтобы мы максимально реализовали свой потенциал, но, как показывает практика, квадратура Урана — это всегда те события, когда мы говорим, это не везение какое-то, как будто что-то случилось, оно такое масштабное, бесконтрольное, то есть мы не можем это контролировать, и это без нашей воли, и нам бы хотелось как-то это по-другому, да. Поэтому здесь сейчас в июне еще продолжайте делать свой максимум в старых проектах, в работе, будет хорошо идти. Что касается у рыб второй декады, ребят, я не скажу, что у вас какие-то такие сложные, напряженные моменты, вы отдыхаете от зимней стряски, да, то есть у вас такое движение пока еще идет на легких, не напряженных аспектах. Я не скажу, что у вас здесь какие-то такие, если естественно нет личных, да, показаний в натальных картах, то тогда у вас, вы только приближаетесь к реализации своих кармических задач, и уже в июле, в августе кармические узлы начнут как раз движение, спрашивать рыб второй декады: так, а что я хочу сделать, а как я вообще реализовался в этой жизни? Потому что северный узел будет проскакивать, ребята, ваше солнышко, и вы уже чувствуете вот это внутреннее такое, всегда к приближению кармических узлов у нас всегда вот это настроение: а что же я такого в жизни сделал?
как я реализовался, а счастлив ли я, а туда ли я иду, а это ли мне на самом деле в жизни надо. То есть обычные такие вопросы, неважно сколько вам лет, 30 вам лет, либо вам 40, 50 или 60. Для этих вопросов мы всегда открыты, если мы открыты, да, то есть если мы думаем о духовном, о своей душе, то тогда у нас эти вопросы, конечно, открыты. Если мы думаем только о материальном, но тогда здесь вопросы и задачи посложнее, и я не скажу, что полезнее, но посложнее, путь тогда дольше, да. Поэтому рыбы второй декады, отвечайте себе честно на вопросы, потому что все-таки ко второй буквально половине года, к зиме, Юпитер будет уже во второй декаде рака и делать будет потрясающий трин к вашему солнцу, ребята. Поэтому рыбы второй декады делайте, задавайте себе вот эти вопросы, делайте, что вы хотите на реализацию своего социального статуса. Неплохо бы усложниться в семейных положениях, обзавестись ребеночком, тоже хорошие аспекты. Работа тоже прекрасная. Юпитер – это планета социального статуса, подъема в обществе. Социальный статус у нас меняется и с изменением семейного положения. Поэтому, ребята, здесь, конечно же, думайте, как вы хотите жить, что же вы такого сделали или еще не сделали, а звезды и планеты помогут. И да, ребят, у нас, конечно же, вот эта история, которая вот в июне сейчас, вечеринка начинается, у нас следом, конечно же, завтра 11 июня, и у нас, ребята, полнолуние. Полнолуние у нас, конечно же, в Стрельце, Юпитер, Стрелец, то есть у нас интеллектуальное в том числе. Я не скажу, что полнолуние, день, ближайшие 2 недели, когда нам нужно максимально задуматься, чего же мы хотим сделать, да, то есть про что полнолуние? Полнолуние как раз-таки про движение вперед, социальный статус для всех, социальный статус, хватает ли нам знаний для того, чтобы двигаться вперед, хватает ли нам компетенции, мудрости, в том числе коммуникативных навыков, для того, чтобы идти вперед и идти в развитие. Потому что не просто так у нас новая жизнь, можно назвать еще лето новых знаний, информационных технологий, новостей различных, да, потому что все, что связано с новостной повесткой, будет, конечно же, очень так ярко отсвечивать и давать определенный фон. Поэтому, ребята, хочу сказать, чтобы вы ни в коем случае не думали, что вот в мире будут происходить разные вещи, да, но здесь желательно вот абстрагироваться и думать над своей жизнью, как сейчас вы будете идти дальше, потому что новости будут абсолютно разные. И можно говорить, что они нам нравятся или не нравятся, но они такие, какие есть. Они необходимы нам все для того, чтобы идти вперед дальше, да. Кого-то лениво поднять с дивана, да, кого-то наконец начать развиваться, учиться, идти вперед. И неважно, да, но здесь однозначно про то, чтобы мы все развивались. И, конечно же, у нас с полнолуние в Стрельце, у нас на небе такой большой квадрат, кармический узел будет в квадратурах, кармические узлы в квадратурах Солнца в оппозиции с Луной, конечно же, да. У нас еще складывается здесь очень интересный Марс-Уран квадратура. То есть это квадратура, когда мы в порыве эмоций и неординарных действий творим что-то необычное, что-то новое, может быть не подконтрольное нам, то есть мы можем выйти за какие-то рамки и можем пожалеть потом об этом, да, поэтому здесь было бы прекрасно на этих аспектах взять себя вот так в руки и понимать, что же мы на самом деле хотим, потому что эмоциональное полнолуние в знаке огня, и когда эмоций очень много, и вот этот пожар может у нас гореть внутри, да, с учетом того, что у нас еще и Марс во Льве в квадратуре с Ураном, у нас еще и Венера в Тельце в квадратуре с Плутоном, а эта история про финансы очень мощная, про любовь и отношения в том числе, и Марс-Уран у нас это аспект
разводов, когда вот просто я устала, я ухожу, мне надоело, мне не нравится. Уран — это планета будущего, социального статуса в том числе, то есть когда мы что-то креативное, новое и интересное делаем, что-то создаем, это планета инженеров, математиков, да, но при этом очень часто мало кто понимает уранистов, да, то есть очень часто хочется выйти за такие большие рамки, раздвинуть границы возможного и дозволенного, да, но не все люди это понимают, поэтому здесь вот хорошо бы вот учиться с мудростью разговаривать, отключать вот эти эмоции и постараться вот этот вот Марс-Уран направить как раз-таки в нужное русло развития. Но сделать это будет, ребята, максимально сложно, потому что, конечно же, мы все хотим делать, как мы хотим, накопленная усталость всегда движет нами вперед, и не хочется иногда договариваться мудро. Поэтому здесь максимально на карандаш в этой истории будьте рыбы первой декады с дерзостью, с креативом, с максимальным, потому что я хочу. Здесь можно в связи с близким приближением Урана натворить дел, которые можете сожалеть. Очень часто на таком аспекте люди увольняются, уходят из семьи. Еще раз посмотрите, если у вас в семье все хорошо, есть любовь, есть отношения, и да, какие-то незначительные, даже если и значительные финансовые трудности, но финансовые трудности не относятся, конечно же, к таким поводам развода, потому что это преодолимый этап, когда люди вдвоем его преодолевают, да? Поэтому здесь посмотрите на свои отношения, поставьте на чашу весов, да? Не надо вот так вот рубить сгоряча, потому что очень сильно быстро захочется вот взять вот это вот все вот и изменить. Не меняйте, не подумав. Очень важно в этом июне задумываться, заглядывать вперед. Хоть и вот, знаете, так скажете, я лучше вот не буду вот этого делать, я вот все, я свободен, да. Потом можно будет сожалеть. Поэтому, ребят, здесь, пожалуйста, будьте аккуратны, что вы говорите, что вы делаете, и постарайтесь максимально думать. Рыбы первой декады, рыбы второй декады. У вас таких вопросов не будет, у вас все гораздо гармоничнее, но к вам подходит Лилит. К вам подходит Лилит, и здесь, конечно же, Лилит будет проходиться максимально по вашим страхам. Вот уже буквально в середине июня начнет вторую декаду рыб по чуть-чуть проходить. Ребят, ни хорошо, ни плохо будет в трине к вашему солнцу, поэтому будет проверяться гордыня, будет проверяться ваша солнечная, вот такая эмоциональная амбиция, да. Что делать, еще раз говорю, и следом проходит кармический узел северный, который закрепляет все ваши осознания, пройденные, прожитые страхи, так ли это на самом деле, лжете вы сами себе или нет. Поэтому здесь, конечно же, максимально будьте честны с собой, тогда этот период просто перейдет в очень классные, потрясающие плюшки, потом Юпитер подкатится и будет как раз-таки то самое, что вы хотите, не заглядывая в чужой огород, как у кого-то, а как вы хотите, и тогда у вас эмоциональный выхлоп во второй половине 2025 будет просто классный, да. И здесь я, конечно, всегда за то, чтобы мы были максимально честными с собой, потому что в жизни не имеет вообще никакого значения, как у соседа. Как у соседа, как у кого-то, как у подруги, у друга. Это вообще все не важно. Можно жить чью-то жизнь и делать все то же самое, но понимать, что от этого абсолютно несчастны. Поэтому живите свою жизнь как хочется вам, чувствуете ее, да, потому что рыба — это тот знак зодиака, которому необходимо чувствовать. Если вы не чувствуете, то тогда ваше солнце не работает.
Это было для рыб второй декады. Рыбы третьей декады, у вас, конечно же, здесь Уран максимально классно на новых аспектах. Внедряйте новое. Все, уже Сатурн ушел, Нептун откатился. До сентября у вас не будет этой истории Нептуна и Сатурна, да, то есть не будет вот такой жести, будет наоборот. Уран, работайте, делайте по-новому аспект к солнышку с секстиль. И здесь, конечно же, новые технологии, информационные знания, новая работа, вообще в принципе любая, да, когда хочется что-то купить себе, нечто новое, поменять образ, имидж, начать жить по-новому. И это, знаете, такая, это новая жизнь. Это когда вот поштормило, да, и вот прошел вот этот шторм, буря стихла, и хочется сказать тебе, что я хочу дальше, я хочу вот так, я хочу классно, да. То есть это вот так сейчас много наговорила, да, про планеты, сейчас буду идти дальше, потому что у нас и июнь, и июль, ребята, и август, и сентябрь очень сильно насыщены аспектами, событиями, и успеть бы дышать, успеть бы расслабляться, потому что столько всего нужно будет захотеть сделать, ну или, по крайней мере, кто живет и чувствует этот мир, вы будете двигаться в ритме, в темпе, и это как раз-таки то самое настроение, с которым нужно в это лето жить, да. Ну что, ребят, 11 июня у нас полнолуние, про него рассказала, эта эмоция зарядит нас всех на 2 недели, и новолуние у нас будет 25 июня. Да, забегу вперед, что конечно же, до полнолуния у нас 21 июня солнцестояние, летнее солнцестояние. Сказать, что какой-то будет сложный, напряженный день, ребят, нет, у нас уже распадется, уже уходит, распадается Марс в квадратуре с Ураном, уже не настолько сильные эти эмоции, то есть все наши шалости остались там. У нас Юпитер еще остается, правда, в квадратуре с Сатурном, в соединении с Нептуном. Это как раз-таки история, что мы сколько денег мы хотим, сколько нам надо, социальный статус, куда мы идем, насколько мы движемся вперед, насколько мы вперед не движемся, то есть как мы готовы идти вперед, развиваться, да. То есть я не скажу, что здесь какие-то напряженные события, но у нас Солнце в соединении с Юпитером, естественно, летнее солнцестояние, Солнце входит в 1 градус знака Рака. Здесь, конечно же, что день очень такой мудрый, очень душевный, проведите его с семьей, с близкими. Это очень такая важная и мощная история, которая необходима для того, чтобы понять, чего вы хотите, особенно рыбам второй декады. Эта история так подвинет вперед, да, естественно, рыбы первой декады, даже если, ребята, у вас начинаются какие-то изменения, которые вам не нравятся, связанные, да, с Ураном приходящим, то Юпитер-то все равно дает такую приятную мудрость, осознание, такое чувство, что все равно все будет хорошо, потому что когда вот штормят другие планеты, Юпитер, он всегда заходит, и мы такие, ой, как-то вот все равно приятно, хоть интенсивность аспектов Юпитера, она такая слабенькая, да, по сравнению с Ураном, конечно же, не сравнится, но все равно вместе, вот когда комбинация есть вот этих вот высших планет сложных, и Юпитер заходит, мы такие, ой, ну полегчало, ну чуточку лучше, настроение хотя бы улучшилось, потому что, ребят, на самом-то деле 80% результативности любого события зависит от того, как мы к нему относимся. То есть, если у нас настроение в какой-то трэшевой ситуации хорошее, то мы вероятностью 80% мы разрешим эту сложную ситуацию. И 20% лишь на то, что у нас не получится. А если мы прям думаем, что все плохо, ну откуда найдется у нас внутренний такой резерв вот это все разгрести? Конечно же, это гораздо сложнее, мотивация на ноль и ничего не хочется. Поэтому да, ребят, конец июня, солнцестояние, хороший, теплый, приятный день.
Не скажу, что какие-то есть сложности, заморочки, какие-то специальные аспекты, чего-то где-то кого-то пугать. Нет, Лилит перешла в 10 градус Скорпиона, пришла к рыбам, как и говорила, второй декады, вопросики со страхами, болями, переживаниями, фобиями, как угодно называйте, должны у вас, если вы максимально честно себе отвечаете, рыб второй декады, должно у вас все получиться, поэтому здесь, конечно же, максимально честными будьте с собой. И идем дальше, у нас новолуние 24 июня, 24 июня. Новолуние. Солнце в соединении с Юпитером, в соединении с Луной, естественно, все это в квадратуре с Сатурном и Нептуном, такое эмоциональное, очень эмоциональное новолуние, когда, казалось бы, мы устали, мы хотим выйти, но, ребята, я не скажу, что здесь как-то все будет очень так вот, очень сложно, переживать за это надо, нет, здесь нужно четко понимать, куда мы идем, потому что здесь есть еще вот этот момент времени, вот этот запас времени до следующих событий. Следующие события у нас, конечно же, на небе будут в начале июля, уже чувствуется, правда, чувствоваться будет вот в этом новом цикле с 25 июня как раз таки, да, что мы что-то будет меняться, насколько мы к этому готовы, насколько мы к этому не готовы, потому что события июля у нас очень интересные, да. Итак, мои дорогие, июль 2025. Конечно же, до этого момента у нас запускается новый лунный цикл, и мы понимаем, что что-то начинает двигаться уже совершенно не так, как нам бы хотелось. И после этого новолуния у нас начинает съезжаться Венера в соединении с Ураном, да, то есть последнее июньское новолуние, Венера начинает соединяться с Ураном. Это когда в любовных отношениях мы понимаем, что нам не нравится, нам хочется свободы, нам хочется все поменять имидж, потому что Венера это еще про наш имидж, внешний вид, про наш кошелек, в том числе наши деньги, которые мы зарабатываем в легкости, когда нам нравится что-то такое спокойно делать. Тут мы понимаем, что нам недостаточно, нам хочется большего, нам хочется выйти за рамки, нам хочется попробовать что-то еще. Это касается и финансов, и заработка, работы, и любовных отношений в том числе. Здесь главное понимать, что же вас удерживает на плаву, свой уровень стабильности, от чего вы готовы отказаться в пользу этого, для того, чтобы не натворить дел, потому что у нас следом точное соединение этого аспекта Венера-Уран будет 4 июля. 4 июля очень, я скажу, такой непростой день, да. И следом за ним, ребят, следом за ним у нас идет в ретроградное движение Нептун с 5 июля. И Нептун будет в ретроградном движении в Овне, то есть еще пока в Овне, и в третью декаду рыб он не вернется до 22 октября. Поэтому здесь рассчитывайте этот момент, что оно уже начнет в октябре уже все-таки рыб, кто родился рядышком с Овном, да, уже начнет вот эта эмоциональная фаза штормить. Но 5 июля в ретроградное движение уходит Нептун, поэтому да, все рыбки всех декад почувствуете опять вот это движение, что как-то вот оно начинает опять у нас быть нестабильно, но пока еще не настолько, да, то есть еще все-таки Нептун далеко. 7 июля у нас Уран меняет знак, он из стабильного Тельца, где у нас все было стабильно, переходит в нестабильные Близнецы. То есть это когда новостная лента очень быстро меняется и обновляется. Когда все, что связано с коммуникацией, когда работало и было хорошо, претерпевает не просто революцию, а изменения. Да? То есть все начинает становиться нестабильно, все, что было связано с Близнецами. Это транспорт, это новости, это
это связь, это коммуникация, это знание. Поэтому в это лето мы еще почувствуем, конечно же, в это лето мы еще только попробуем на вкус эту новую жизнь, а уже глобальные мощные изменения будут с 26 апреля 2026 года, дата-то какая, да, когда Уран уже окончательно войдет в знак зодиака Близнецы и уже почти на десятилетие останется там. Да, ребят, плюс-минус вот такая повестка по Урану. И да, у нас 7.07 Уран меняет знак, и следом за ним, конечно же, у нас полнолуние в Козероге. Полнолуние в Козероге у нас 11 июля, и 13 июля у нас Сатурн уходит в ретроградное движение и до 1 сентября будет в Овне. И вот здесь, дорогие рыбы, третьей декады, что 1 сентября Сатурн снова последний раз за эти 30 лет вернется в знак зодиака Рыбы в третью декаду. Поэтому это последний, я бы так сказала, рывок, марш, бросок. Поэтому, дорогие рыбы третьей декады, вот если вы привыкли работать как раньше, стабильно, то есть если вам нужна такая сатурнианская энергия для движения вперед, да, понимаете, что у вас еще будет эта сила Сатурна, ну, ребят, скажу так, до февраля. До февраля, 13-14 февраля Сатурн перейдет в Овна, и все, и все. Те, кому сатурнианская энергия не нужна, Сатурн перейдет в Овна и отстанет от вас, дорогие рыбы третьей декады. Поэтому все те, кто не любит Сатурн, или же наоборот, все те, кто хотели, например, приобрести недвижимость, закрепиться в социальном статусе, то есть у вас еще есть, ребята, до 14 февраля, до 13, все зависит от того, в какой части планеты вы живете, чтобы сказать точно, в какой день у вас будет смена как раз-таки Сатурном знака. Но все-таки даже если плюс-минус день, все равно чувствуется влияние. Еще несколько дней, недельку, все равно мы все чувствуем, еще послевкусие остается. И, как говорится, мы можем, это как аспекты уходят Сатурна, да, то есть это как мы доезжаем, например, до гаража на машине, да, как действуют аспекты Сатурна, и у нас прям перед гаражом машина глохнет, но мы можем своими руками дотолкать ее в гараж, то есть вот так работают аспекты Сатурна, да, то есть мы можем это сделать, это сложненько, но все-таки уже из последних сил, но все-таки это получается, и мы это делаем, и получаем стабильный результат за свои действия. То есть вот так работает Сатурн. Поэтому здесь, дорогие мои рыбы, не стоит переживать. Это событие начала июля. И, конечно же, вы мне скажете, а что еще такого интересного может случиться в этом июле? Ну, у нас еще 18 июля, как никогда, обычно это история августовская, но в этом году у нас ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа, да, и вы тоже чувствуете, что это достаточно длительный будет период, да, плюсом еще ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Лилит, то есть мы еще, конечно же, ретроградный Меркурий будет во Льве, в квадратуре с Лилит, которая в Скорпионе, и нам захочется максимально много и сильно говорить, но наши страхи будут выдавать не ту информацию, которую надо, да? То есть мы будем максимально такие сложные, напряженные, непонятные для людей, порчащие свою жизнь, поэтому здесь нужно максимально продумывать, что же мы будем говорить и что же мы будем делать, да? И если открыть сами дни, например, у нас Нептун уходит в ретроградное движение, какой это будет день, да? День будет обычный простой день, событий на самом деле не так уж и много и сложно, когда Уран у нас меняет знак, у нас он будет в соединении с Венерой, поэтому здесь желательно не поменять одни отношения на другие, потому что если из этих отношений выйти нестабильно и войти в другие, то новые тоже будут нестабильные, поэтому здесь будьте аккуратны, да. Конечно же, максимально трясти будут на этих событиях, особенно на Уране, рыб
первой декады. Но, ребят, здесь, если вы идете в новое, если вы прощаетесь со старым, то будет хорошо, будет легче, да, то есть, например, отказались от чемодана без ручки, который вы устали тянуть, да, например, работа, которая не приносит вам ни радости, ни счастья, место, в котором вы живете, которое вас не радует, да, то, конечно же, аспект Юпитера всегда дает настроение переехать, сходить на романтическое свидание, обрести новое знакомство, новый круг общения. Это только плюс. Поэтому здесь, рыбы первой декады, понимаете, что июль будет очень насыщенный, и чтобы понимать свои эмоции, что нужно сделать, нужно, естественно, спокойно и честно себе говорить, что же я хочу, что же я такого сделал или не сделал. Главное, не идти из чувства страха, потому что Лили только ушла от рыб первой декады, да, то есть был трин Лилит со Скорпиона к рыбам первой декады. Здесь главное не от страхов своих бежать, что-то делать, а прям честно себе сказать, чего я хочу, как я хочу, красиво я хочу, насколько красиво я хочу. И будет здесь хорошо. Старое будет отваливаться, новое будет к вам притягиваться, поэтому притяните к себе в жизнь нечто новое и приятное, что будет вас радовать, как вы поменяете свою жизнь, и оно станет только лучше, да. Рыбы второй декады, к вам идут, конечно же, новые не просто возможности, но и кармические узлы подгребают, уже в августе точно будут уже во второй декады рыб. Лилит, конечно, спрашивает, что же вы хотите, насколько вы хотите, насколько вам это нравится. Ну и надо действовать. Ребят, ни в коем случае не останавливаться, потому что уже осенью Юпитер будет с знака Рака делать прекрасный трин к вашему Солнцу, и здесь только вперед. Чем мудрее и понятнее будет вам своя планка, тем лучше свяжутся все ваши события в жизни. Ну и рыбы третьей декады, хотите действовать по-новому, действуйте, да, Уран здесь вам поможет, будет у вас здесь хорошо. Но смотрите, не рубите сгоряча. Если же у вас есть какой-то момент изменений, рокировки в работе, это очень хорошо. Все равно еще будет момент вернуться назад, хотите, не хотите. Если же вы уже понимаете, что вы все в своих прошлых событиях сделали, то тогда возвращение этих планет, и Сатурна, и Нептуна в третью декаду рыб, будет, конечно же, уже не болезненным. То есть вы будете здесь получать свои плюшки, которые сделали в которые вы вложили много сил и мудрости, души. То есть если это творческие проекты, да, вы стабильно в них работали, и они никак не получились, то тогда будет здесь как раз-таки та самая благодарность. Если, и скорее всего, благодарность это будет уже в 2026 году, когда эти планеты уйдут и Юпитер подкатится в третью декаду Рака, тогда и придет вот тогда то самое, что вы хотите. Скажите мне, а что так долго? Ребят, вот так бывает, вот так. Вся наша жизнь это работа в долгую по факту. Если мы хотим что-то такое мощное, большое, глобальное и интересное в своей жизни, а рыбы третьей декады, вы именно такие, потому что вы уже не такие спокойные, как рыбы второй декады, да, то есть у вас уже больше овновского, да, то есть уже множество планет у вас уже личных в Овне, то есть вы такие активные, быстрые, мощные, вам хочется уже, конечно же, прям пробивать, делать много и побольше. И тогда возьмите, конечно же, как можно больше с планет, которые вернутся обратно. Вот такой у нас июль. Скажу, что ретроградный Меркурий, конечно же, это та эмоция, которую нам стоит понять. Да? Ну, давайте остановлюсь на полнолуние. Полнолуние в Козероге 11 июля. Я не скажу, что какой-то это будет прям сложный день. Нет. Что это будет какое-то прям такое напряжение. Нет, вообще очень хорошее, на удивление, планомерное у нас полнолуние. Делайте, решайте, будет складываться хорошо в работе, продуктивность. Главное, еще раз говорю, фокус на свою жизнь, отключайте влияние внешних событий на вас, и тогда все будет очень даже хорошо. Потому что здесь продуктивное влияние, движение, планомерное движение вперед. Ну и да, у нас 18 июля включается ретроградный Меркурий. На момент ретроградности он
конечно же, в квадратуре с Лилит здесь не наговорить лишнего, но при этом в отношениях получится говорить как нужно, потому что в секстиле с Венерой тоже будет хорошо. Как я люблю говорить, не творите дичь, делайте добрые дела, и будет все хорошо. Поэтому, ребята, идем дальше. Скажи, что у нас такое складывается мощная конфигурация на небе с 22 июля. С 22 июля у нас складывается такая мощная и интересная вещь. Это конфигурация высших планет, мощная, которая такая очень амбициозная. Здесь складываются у нас Плутон, Нептун, Уран, и Нептун еще в соединении с Сатурном. То есть это если действовать планомерно, если действовать активно, это у нас, конечно же, очень хорошая, добрая конфигурация на финансы, на движение вперед. То есть здесь, конечно же, в ней работают рыбы первой декады. Уран делает к вам квадратуру, и если двигаться вперед, двигаться по-новому, то будет вот эта история идти вперед. Рыбы третьей декады, конечно же, у вас косвенно издалека затрагивает, да, Сатурн и Нептун, но, ребят, все-таки скажу, что в сентябре вы начнете ощущать очень сильно, потому что Сатурн вернется в рыбы, Нептун вернется чуть позже, но все равно Сатурн с Нептуном, они в соединении-то будут, и будет ощущаться вот это движение мощное вперед. Эта конфигурация у нас до конца года, она держится, и это момент, еще расскажу в осеннем гороскопе, что осенью у всех будет такая большая, мощная, жирная возможность закрепиться и идти вперед. Вот не сдаваться, не пасовать перед трудностями, выплыть, подняться в финансах, в отношениях, да, что сейчас вас волнует, да. То есть вот этот момент закрепиться в обществе, в статусе, да, то есть сделать, приложить много усилий и много получить, да. То есть бывает мы работаем, что-то делаем, а результат никакой. А здесь и вложения будут потрясающие, и выход будет отличный. Поэтому скажу, что работа в долгую, да, ребят, а как еще? А как еще? Все самое интересное – это стабильный, планомерный движение вперед к результату. Поэтому здесь не нужно бояться вот этого всего. Естественно, когда мы в профессиональной сфере своей идем вверх, у нас всегда начинает немножко провисать личная жизнь. Поэтому здесь будьте аккуратны, рыбы второй декады, потому что здесь Венера в квадратурах к кармическим узлам стоит и продержится достаточно времени для того, чтобы нам сложно было разговаривать в этот момент с близкими, нам было легче потерять контакт, с учетом того, что у нас еще и ретроградный Меркурий на небе, да? Поэтому здесь постарайтесь быть ораторами, но не там, где вы понимаете, что сейчас вы наговорите и все, и ничего больше не будет, да? Поэтому здесь будьте максимально лояльны, будьте максимально аккуратны, и будет нам счастье. Ну что, ребят, идем дальше. У нас 24 июля у нас новолуние. У нас новолуние, конечно же, во Льве. Новолуние во Льве, и Солнце в этот момент у нас будет в оппозиции с Плутоном. Солнце Луна в оппозиции с Плутоном. Такой очень сильный, мощный, напряженный отрезок времени у нас начинается. Но, опять же, я не скажу, что он настолько сильный, чтобы сейчас там браться за голову, и вот что-то у нас вот такое вот в жизни будет очень сложное, очень печальное, и как-то вот, но вот этот растущий цикл, который у нас с вами открывается, да, здесь, конечно же, нужно прям-таки подумать и внимательно отнестись, потому что вот эта вот напряженная энергия закалит нас, еще и ретроградный Меркурий, еще планеты у нас в ретрограде, еще у нас Уран поменял знак. Июль вообще он, в принципе, по интенсивности аспектов на небе очень
мощный эмоциональный. И если вот лично вас не трясет, то других людей может трясти. Поэтому здесь делайте скидку, потому что вы у нас рыбы мудрый знак. Не все знаки зодиака отличаются мудростью. Не у всех можно отметить. А вы все-таки эмпаты, вы понимаете, что вот эта история, она достаточно такая большая, мощная и глобальная. Такой замысел, да, чтобы у нас в мире происходило все именно вот так. Поэтому у нас скажу, что новолуние у нас во Льве, можно сказать, новолуние у нас в оппозиции с Плутоном, когда нам требуется силы свои направить на развитие, то есть вот так вот собраться, не портить настроение, да. При этом у нас Венера в квадратуре к кармическим узлам, и Венера у нас еще в квадратуре с Марсом. То есть это история всегда борьбы такого мужского и женского. То есть когда мы хотим расслабиться и когда мы хотим вперед напрячься. Да? Здесь, конечно же, у нас Венера в Близнецах, Марс в Деве. Два знака коммуникабельности, знаний, но иногда вот эта коммуникация может быть потеряна, особенно в период ретроградного Меркурия, сами понимаете. Поэтому здесь единственный выход – это разговаривать и договариваться. Только так, ребят, нет других моментов в ретроградный Меркурий. Проверяем документы, проверяем все то, что мы сказали, написали, сделали. Если мы потеряли с кем-то связь или контакт, стараемся не наводить панику, не агрессировать, и будет нам всем хорошо. Поэтому постарайтесь быть снисходительны в этот период, снисходительны, для того, чтобы не натворить дел. И, конечно же, под конец месяца у нас с 28 июля складывается еще такая интересная, мощная история. Это Марс становится в оппозицию, начинает сходиться оппозиция Марса с Сатурном и с Нептуном. То есть это такая конфигурация, оппозиция конфликтов. То есть это и конфликт, и эмоциональный такой контакт, да, когда мы не просто готовы ударить, чего-то достигнуть и добиться, когда у нас еще на этой почве очень много эмоций, да, поэтому здесь будьте аккуратны, ведь у нас еще Венера входит в квадратуру с Нептуном и Сатурном, и здесь, конечно же, мужское, женское, идти вперед, любовь, работа, статус и много эмоций, то есть хочется вроде как и жестко идти вперед, да, потому что все-таки новолуние-то оно заставляет нас двигаться очень сильно, мощно, и Нептун добавляет вот эти эмоции, когда вот мы вот раскисаем и вот готовы вот ничего не делать, лежать или из эмоций действовать. Не надо действовать из эмоций, можно натворить очень много дел. И это относится к рыбам всех декад, потому что на вас отсвечивает история очень сильно. Рыбы второй и третьей декады, вот очень эмоциональны будут, конечно же, рыбы второй декады. Поэтому, ребят, здесь у вас и Лилит, здесь у вас и северный кармический узел, да, поэтому здесь постарайтесь быть максимально аккуратны. Кстати, уже и Юпитер подкатился к концу июля к рыбам второй декады, поэтому, ребята, здесь, конечно же, захочется вот так вот все быстро-быстро-быстро, постарайтесь думать мудро и стабильно, и тогда будет хорошо. И, конечно же, ребята, что? У нас движемся вперед, следующее событие на небе, то, что рассказала вот этот большой квадрат, да, рассказала, такая мощная история, когда необходимо держать себя в рамках, необходимо держать себя в руках, да, не агрессировать, однозначно проходить с умом, особенно в период ретроградного Меркурия. И скажу, что до полнолуния, которое случится с нами 9 августа, полнолуние у нас будет в Водолее, кстати, ребят. И вот здесь вот захочется, вот уже здесь будет становиться полегче. Вот вы мне скажете, как? Я скажу вам, да, ребят, вот здесь вот уже в августе будет становиться полегче, а вот этот период времени, 2 недели, он вот такой самый напряженный. То есть здесь все июльские моменты,
которые были связаны, все события, накопившиеся с нами и весной 25-го, и зимой 24-го, 25-го, да, и осенью 24-го. То есть здесь уже такой момент вот выплеска вот этих эмоций, да, то есть это период времени как раз-таки с 24 июля по 9 августа, такой напряженный момент движения, да. Но скажу я вам, что после вот этого полнолуние, конечно же, даст такую разгрузку. Полнолуние в Водолее, Солнце, Луна в квадратуре с Лилит, максимально страхи будут нам говорить: нет, остановись, не надо ничего делать. Здесь, конечно же, максимально точный аспект Марса с Сатурном и с Нептуном. И здесь, конечно же, все зависит от того, как вы эти эмоции переживете. У всех будут разный спектр, все зависит от того, с каким бэкграундом мы каждый сюда пришли, да, в эту точку. Скажу, что у нас ретроградный Меркурий заканчивается 11 августа, но он будет в оппозиции с Плутоном, да, поэтому здесь, конечно же, вот такая вот развязка будет у нас, да, 9, 10, 11, но после этого, ребята, я вам скажу, что у нас ждут 2 недели очень таких приятных, благоприятных эмоций, потому что здесь на момент вот 11 июля у нас Венера в соединении с Юпитером. То есть и этот аспект у нас будет длиться до 23 августа, когда будет момент такой, совершенно другие аспекты уже сложатся, да, то есть и у нас тут запас времени в 2 недели, когда у нас такой был август, я не помню, когда у нас такой был август, да, и вот 23 августа у нас новолуние у нас, ох, ребята, да, в Деве, в 1 градусе, и здесь, конечно же, что хочу сказать. Здесь, конечно же, вот эти вот 2 недели, вы меня спросите, а что делать в этот момент? Да? Здесь что? Влюбляться, ходить на свидание, менять образ, имидж, заниматься благоустройством дома, семьи, отдыха, хорошее время отдохнуть, расслабиться, да, потому что на небе, ну, нет напряженных моментов, то есть они уже все сложились, да, и они уже все распадаются, да, то, что было там 9-11 августа, то есть и все уходит на спад, начинает разъезжаться, и уже все, 14 августа уже вообще этого нет, и гармоничных аспектов настолько много, что это хорошее время для отдыха. Отдохните. Хочется вам, освойте новые знания, они тоже будут заходить легко. Хочется поехать куда-то съездить и получить эмоции. Это я говорю совершенно всем рыбам. Сильно полезно будет рыбам 2 декады, рыбы 1 декады. Если вы можете с такой тряской Урана идти двигаться вперед только отлично, только двигайтесь вперед. Рыбы 3 декады, у вас множество плюсиков, даже от Урана, от других планет, и даже сам Марс говорит: двигайся вперед, делай ярко, креатив, интересно, по-новому, и будет хорошо. Поэтому я так скажу, что, ребята, у нас август, в каком-то веке у нас он был такой классный. 2 недели, но этого же вполне достаточно, чтобы получить очень много классных эмоций. Поэтому здесь, дорогие рыбки всех декад, отдохните, насладитесь, почувствуйте жизнь, почувствуйте себя, как вам хочется. Ну вот, и мы уже подгребаем к концу августа, 23 августа у нас. Конечно же, хочется сказать, что все легко, так и классно, но у нас на новолуние точная квадратура Урана с Солнцем и с Луной. То есть здесь такой момент, вот прям вот жизнь заставляет прям очень сильно чувствовать вот эту тенденцию движения вперед, активности к новой жизни. То есть если оно не получилось, если оно как-то вот мы вот расслабились, отдохнулись, и вот у нас, почему у нас всегда вот приходит сентябрь? У нас потому что всегда, почти всегда в начале сентября уходит в ретроградное движение Уран. То есть у нас жизнь меняется. У нас еще всегда, почти всегда в сентябре коридор затмений. И в этом году в начале сентября у нас коридор затмений. С 7 он начинается, заканчивается 21 сентября. Да, вот такие знаковые даты. И у нас еще, естественно,
на момент нового лунного цикла, который начнется 23 августа, у нас Солнце с Луной в квадратуре с Ураном, то есть это напряженка такого новшества, чувствуют, как будто нас подгоняют, да, то есть вот такие вот у нас будут чувства. При этом другие планеты будут в отличных, прекрасных аспектах, действуйте, идите вперед. Ну, конечно же, у нас начинает еще сходиться Венера в оппозиции с Плутоном. И здесь, конечно же, когда идет какое-то движение такое резкое, у нас всегда в любовных отношениях такой момент, так, а что же, мы же хотим еще как-то партнера с собой подтянуть, да, поэтому здесь будьте аккуратны, не натворите дел. Меркурий, хоть не ретроградный, но он уже в директном положении идет и снова делает квадратуру с Лилит, поэтому наши страхи будут нас выдавать, будьте аккуратны, что вы делаете, что говорите, потому что Меркурий во Льве, он оратор, когда может своей страстной пылающей речью вот прям доказать свою правоту, но толку от этого будет мало, потому что все это на фоне наших страхов, на фоне наших переживаний. Ну и, конечно же, ускоряется Марс, и у нас Марс в квадратуре с Юпитером в том числе. И это такая, знаете, история, которая, вот вроде же жили хорошо, да, что происходит? Все, ребят, наступает на пятки сентябрь, и мы идем дальше. То есть на таких эмоциях, конечно же, если работать и действовать по максимуму, вложиться в работу, да, то здесь как раз-таки настроение идти вперед, двигаться, форсировать события с точки зрения бизнеса, финансов, потому что Венера-то будет в прекрасном трине с Нептуном и с Сатурном. То есть это когда мы делаем сложные задачи, творческие, креативные, стабильные, мощные, большие. То есть когда мы выполняем работу, даже если она нам не совсем не нравится, но мы получаем за это стабильный доход. Венера еще будет в секстиле с Ураном. То есть это конец августа, последняя его неделя. И вот, понимаете, здесь, если вот прям вот вложиться в работу, то будет очень хорошо. Юпитер, кстати, будет в трине с Лилит, и здесь очень хорошая история для того, чтобы понять, какие страхи нам мешают преодолеть вот этот наш финансовый потолок, социальный статус подняться. Почему мы тормозим? Такая честная лакмусовая бумажка, которая очень сильно даже получится. Ну и Юпитер, конечно же, делает потрясающие аспекты к кармическим узлам, помогает рыбам второй декады решить все свои вопросики, понять, чего же я на самом деле хочу. Да? Рыбы первая и третья декады, ну посложнее ситуация у рыб первой декады, у рыб третьей декады, ситуация отличная, ребят. Поэтому да, у нас уже конец августа, у нас, конечно же, в ретроградном движении и Сатурн, и Нептун, и они еще в рыбах, и если мы двигаемся уже вперед в сентябре, да, то, ребят, скажу так, у нас 2 сентября, все зависит от того, в какой части планеты вы находитесь, 1-2 сентября у нас Сатурн возвращается в рыбы, третьей декады, поэтому, ребята, вы понимаете, да, у нас буквально вот на днях останавливается и замедляется с 5 сентября Уран и уходит в ретроградное движение тоже, и, естественно, 7 сентября у нас коридор затмений начинается с полнолуния в рыбах, естественно, ребят, полнолуние в рыбах, и этот момент такой очень такой, знаете, достаточно важный, почувствуют сильно рыбы первой и второй декады, рыбы первой декады поймут, где же нестабильность выбивает из колеи, где сложно с этим идти вперед и почему хочется как-то себя изменить. Рыбы второй декады, здесь ситуация будет радужнее, но здесь просто позитив дает Юпитер, понимаете? У рыб первой декады будет ощущение, что почва ушла из-под ног, я ничего с этим сделать не могу, я не умею жить вот так, как меня заставляют обстоятельства, я не хочу. Но скажу, как пережить этот момент. Начинайте просто жить
по-новому. Я знаю, это такая заезженная фраза, она вообще как бы не радует, особенно когда мы привыкли к своему комфорту, к которому мы шли очень много лет, когда мы организовали свою жизнь, и она нам очень сильно нравится. И тут нам говорят, живите по-новому. Я не согласен, да, но у нас такое, знаете, как говорится, нас не спрашивают, да, когда приходят аспекты, есть только момент времени, когда они к нам приходят. И здесь такой, знаете, честно себе сказать, что же в нашем прошлом нам на самом деле не нравилось, чтобы от этого было легче отказаться, да, когда мы начинаем что-то новое изучать, делать, внедрять в работе, или же меняем работу, меняем место жительства, окружение, да, и мы потихоньку начинаем понимать, что все не так уж и плохо. Да, звучит как оправдание действиям Урана, но, ребят, на самом-то деле это так, да, не всегда то, как мы привыкли жить, нам на пользу, да, и иногда нужно что-то менять. У многих, наоборот, жизнь вынужденно меняется, и люди подстраиваются по обстоятельствам, и это на самом деле неплохо, когда вы знаете, что нужно идти вперед. Классное такое средство с Ураном – это ускоряться, то есть это не сидеть и не печалиться, не тратить свои эмоции на переживание этого момента времени. То есть у нас есть вот ситуация, которая случилась, да, и вот тот самый момент, когда мы переходим к действиям. А вот эта вот фаза, да, называется страдание, когда вот мы переживаем. Поэтому из первой фазы во вторую желательно вот эта фаза, она не обязательна, вот ее можно пропустить. И тогда вот от ситуации можно переступить сразу к действиям и начать идти на опережение событий, тогда будет проживаться очень хорошо. У рыб второй декады здесь, конечно же, коридор затмений встретит нас, вас с внутренними переживаниями. Я хочу большего от своей жизни, я хочу усложниться, я хочу семью, я хочу детей, я хочу жить по-другому, возможно, даже переехать. И это неплохо, ребят. Это хорошо, если вы это понимаете, потому что аспекты просят от вас этого самого. Ну и рыбы третьей декады, у вас финальный такой момент этой осенью, взять свою силу и понять, что если сейчас в вашей жизни начинают события, связанные с финансами, с долгами, с деньгами, с эмоциями, прошлые какие-то отношения, то это не для того, чтобы вас наказать. Последний раз он самый сильный. На самом деле он самый сильный, но это лишь для того, чтобы вы поняли, что вы так больше жить не хотите, вы хотите эту ситуацию изменить. И поверьте, не бывает ситуаций, которые мы не можем решить. Все ситуации сделаны нам для того, чтобы мы поднялись на уровень выше, для того, чтобы мы изменили что-то в своих отношениях с людьми, с любимыми, изменились сами в этих отношениях в лучшую сторону, изменили свои отношения с деньгами, с финансами, с работой и поняли, как мы хотим жить. Да, скажете мне, что знак зодиака один, но задачи совершенно разные. Да, дорогие, это лето новой жизни, оно, скажу, что такое достаточно сложное, да, уже все, кто смотрит меня давно, знают, что я записываю как раз-таки по астрономическим временам года, то есть это от солнцестояния к равноденствию и наоборот. Хочу сказать, что на эту летнюю вечеринку мы ни чуточку не опоздали, мы только в самом начале. Здесь главное понимать, что, это я сейчас для рыб всех декад говорю, что 80% решение любой ситуации зависит от нашего эмоционального состояния. И если у нас внутри хорошо, если мы понимаем, что мы с этим справимся, значит, все мы это спокойно переживем. И, ребята, я скажу, что реально мы это все спокойно переживем, независимо от того, какая будет новостная повестка. Главное, фокус на своей жизни, и все будет хорошо. Ребята, оставляйте вопросы в комментариях, если они у вас остались. Событий много, поэтому говорила много для того, чтобы вам стало понятно. Если же вам непонятно, оставляйте вопросы в комментариях, обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я именно вашу натальную и транзитную карту ответила, чтобы я вот не крутила там что-то у себя в ноутбуке, для того, чтобы было как раз-таки именно про вас, потому что общий гороскоп я уже рассказала. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели до конца. Я желаю вам потрясающего лета, новых осознаний, новых движений вперед.
Конечно же, с людьми, с которыми вам по жизни хорошо. Но помните, не всегда новое – это плохо. И не всегда отказ от старого – это хорошо. Баланс. Вся наша жизнь хороша в балансе. И умейте отсеивать нужное и любимое для себя. Я желаю вам потрясающего лета и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.